Как быстро вылечить солнечный ожог? Какие средства использовать? Как снять боль от солнечного ожога в домашних условиях? Что делать при ожоге второй степени? Для начала разберемся, что такое солнечный ожог. Это реакция организма на повреждение наружного слоя кожи интенсивным ультрафиолетовым излучением. На практике это яркое и болезненное покраснение кожи, возникающее после долгого пребывания на солнце. Как понять, что у вас солнечный ожог? Его симптомы могут быть покраснение и возникновение волдырей и пузырей на коже, отек кожных покровов, озноб и повышение температуры тела, тошнота, иногда рвота, отсутствие аппетита, слабость и усталость. Итак, теперь давайте пройдемся по правилам первой помощи при ожоге кожи. Первый этап – это охлаждение. Чтобы уменьшить боль, нужно охладить кожу. Это правило работает с любым ожогом, не только с солнечным. Однако нельзя прикладывать к обгоревшей коже лед. При отрицательных температурах повреждение кожных покровов усиливается, поэтому лучше просто уйти в тень. Второй этап – увлажнение и дальнейшее лечение кожи. Охлажденную кожу нужно обязательно увлажнить. Можно применять крема с успокаивающим эффектом, такие как крем с алоэ вера, с экстрактом ромашки, с пантенолом, спасатель. Не наносите средств, в составе которых есть спирт, так как он сушит и раздражает кожу. Также на обожженный участок кожи нельзя наносить косметические средства и препараты на жировой основе. Ни в коем случае не рекомендуется наносить сметану, потому что сметана содержит в себе грибковые компоненты, микробные компоненты. Третий этап – это обезболивание. Если вы испытываете сильную боль, то обязательно примите парацетамол или ибупрофен. Если ваш ожог сопровождается отечностью, то обязательно примите антигистаминное средство, так как таблетки от аллергии уменьшают отек любой этиологии. Не забывайте поддерживать водный баланс в организме. Пейте как можно больше чистой воды. И не употребляйте спиртные напитки, так как они ухудшают общее состояние организма. Обязательно обратитесь к врачу за медицинской помощью, если у вас площадь ожогов более 15% от площади всего тела. Если у вас поднялась температура выше 38 градусов, если у вас сильное обезвоживание, то есть появилась сухость во рту, слизистых глаз, учащенное мочеиспускание, если вы почувствовали сильное недомогание и слабость, а также испытываете сильную боль уже более 2 суток. Стоит отметить, что при ожоге второй степени на коже образуются пузыри. Если пузырь плотный, большой, болезненный при пальпации и нет возможности обратиться к врачу, тогда можно предпринять следующие действия. Стерильной иглой вы аккуратно прокалываете пузырь в области его основания и ватным тампоном, смоченным в хлоргексидине, аккуратно его дренируете, ни в коем случае не срывая покрышку пузыря, так как она является защитой от воздействия окружающей среды. Если пузыри маленькие, то их лучше самостоятельно не вскрывать. И в любом случае при ожоге второй степени необходимо обратиться к врачу. Обращаю ваше внимание на то, что появляются пузыри на коже не только в результате солнечного ожога. Сейчас я вам расскажу случай из практики. Пациентка обратилась к врачу с жалобами на появление пузырей на коже. Она рассказала о том, что недавно была в жарких странах, и после этого пузыри появились на разных участках ее тела. Доктор расценил это как ожог второй степени и назначил лечение. К сожалению, лечение не принесло положительных результатов, а динамика состояния кожных покровов только ухудшалась. Появлялись пузыри на новых местах. Тогда врач предложил сделать гистологическое исследование. И по результатам гистологического исследования поставил диагноз – аутоиммунное заболевание буллезный пемфигоид. Татьяна Владимировна, подскажите, а что такое гистологическое исследование? Гистологическое исследование необходимо делать тогда, когда врач сомневается в диагнозе. Он отправляет к врачу-хирургу, и тот берет кусочек кожи с рассматриваемого элемента, в данном случае с пузыря, или с краевой границей между пузырем и здоровой кожей.
Далее врач отправляет этот кусочек в лабораторию, где врач-лаборант уже рассматривает, какие клетки в этом участке кожи, какие в нем изменения произошли. И на основании этого ставит диагноз. Эту историю я вам рассказала для того, чтобы вы имели в виду, что если у вас появились пузыри на коже, что если они не проходят, не наступает положительная динамика, если вы уже не находитесь на солнце, а на коже появляются новые элементы, обязательно обратитесь к врачу. Возможно, вы столкнулись с очень сложным заболеванием.